Всем привет! Вы на канале Взрослые дети. Сегодня мы на рыбалку не поехали, погода плохая. Видно, что вокруг тучи, дует сильный ветер. Поэтому мы поехали собирать грибы. У нас, как всегда, с собой мотор, лодка, рюкзак. Есть ножики для резки грибов. Желание, хорошее настроение и знание грибных мест. Собирать планируем сегодня вешанки, если они есть, и грузди. А там уже посмотрим, что будет в лесу. Дожди были небольшие, не очень мокро, поэтому сейчас аншлага у грибников нет. Но мы уезжаем в этом году первый раз, поэтому попробуем что-то поискать. Ну, поедем, посмотрим. Вот мы на месте. Попробуем наши места, которые мы знаем первые. Дедушка Вася уже пошел. Здесь очень живописно. Красивые деревья. Листья покраснели. Пойдем искать. Вот. Первый грусть уже найден, кто-то его срезал. Срез, наверное, недавно был грибник. Грусть уже старый, поэтому его не взяли. Пойдем искать дальше. Вот, видно, еще грусть есть. Присыпанный травой. Его мы срежем. Посмотрим. Да, еще он молодой, поэтому пойдет для консервации. Здесь рядом еще вот видно. Грусть. Вот такого плана. Мы собираем вешанки, но если попадаются грузди, тоже неплохо. Пойдем поищем. Дедушка Вася отходит. В лесу пахнет грибами, значит, они уже есть. Вот еще полянка груздей. Растут прям грибницами. Грузди условно съедобные, поэтому их нужно будет вымочить 2 дня, а потом приступить к маринованию. Это видно старые, но не подойдут. Пустые. Еще хорошие. Желательно брать молодые, они тогда не такие горькие.
и приятные на вкус. Видно, что здесь куча деревьев лежит. Поваленные еще в прошлом году. Но, к сожалению, на таких перспективных пеньках пока вешенок не обнаружено, хотя здесь очень много заваленных тополей. В основном они растут на тополях и на прочих рыхлых породах деревьев. Пока ничего не видно. Пройдемся, дальше посмотрим. Может быть, где-то уже место было посырее и уже появились вешанки. На деревьях видно уже маленькие грибницы грибов деревянных. Но нам это пока не нужно. Пойдем дальше. О, вот здесь мы попали на грузди. Видно, что они по кругу, повсюду. Попрятались. Еще молодые, видно. И такие вполне пригодные для пищи. Срежем их и пойдем дальше, посмотрим. Есть, конечно, и старые, вот рядом, но они уже, скорее всего, не годятся для консервации. Срежем эти грибы. Вот такие грибочки. Молодые, хорошие, нам пригодятся они для консервации. Ложим их у кошки приглушенно. Да, прятался. Думаю, что его не видно. Да? Грибов нет, лягушонок есть. Пойдем дальше искать. Конечно, когда на небе пасмурно, очень тяжело ориентироваться в лесу. Поэтому для того, чтобы не заблудиться, я использую телефон, на который установлена программа «Я иду домой». Здесь я выставил точку, где наша лодка стоит, и нажимаю просто кнопку «Идем домой». Двигайтесь преимущественно по прямой линии от подсказки к подсказке. Если вы произвольно изменили направление, следующая подсказка будет неточной. Я помогу вам. Идем Приятного дальше. путешествия. Нам подскажет, как найти нам лодку. Пойдем. Налево 130 градусов. Поворачиваем немножко левее. 100 метров. И вот. Значит, через 100 метров будем на месте. В лесу видно, валяются бутылки пустые. И сюда пил шампанское. Очень давно. И бросил какой-то неинтеллигент. По пути к лодке можно, конечно, поискать грибы, пользуясь случаем. Налево 130 градусов. Нам подсказывает, 100 метров. будем идти.
мои дедовы сапоги. Я их одеваю для того, чтобы меньше по болотам, ноги намочить и для хорошего выхода с лодки, чтобы не намочить ноги. Обычно грибы вот в таких балочках, канавках растут, потому что здесь, как обычно, влажность больше, потому что может туман здесь спускаться, поэтому для грибов наиболее благоприятные места — это ложбинки и балки. Лес сегодня Вправо 50 градусов. очень 100 метров. темный. Конечно, когда есть солнце, легче найти выход, потому что есть хоть какой-то ориентир. Сейчас можно ориентироваться по ветру, по мху, но мох очень обманчив, поэтому можно заблудиться еще больше. Направо 110 градусов. 100 метров. Уже видно вдалеке протоку, значит лодка совсем недалеко. Отсутствует соединение со спутником. Бывает такое. Конечно, хорошие деревья, Двигайтесь назад. красивые, заваленные. Метров. Здесь должны быть грибы. Вот наша лодка уже. Мишка Вася на месте. Вот так мы ориентируемся в лесу. Поплывем дальше, поищем. Тут-то нету. И здесь вешано, будем искать. Здесь целая куча мухоморов. Но мы брать не будем. Конечно, если лес большой, очень легко заблудиться, потому что идешь от грибочка к грибочку, закручиваешься и теряешь из виду ориентир, куда пришел. Поэтому нужно брать с собой или компас, или любой другой прибор. Потому что будете долго кружить, пока найдете или машину, или лодку. Там не видно? Здесь лес. В основном тополиный. И в левой части идет акация. Там, где акация, активное дерево, искать нечего. Тополь. Здесь очень большие кучи грибов. Жаль, что это не вешенки. И эти грибы есть нельзя. Деревянный гриб. Когда молодые еще можно есть, говорят, но вкус у них не очень. Пройдемся по стволу дерева, посмотрим. Куча всего, кроме того, что нам надо. Вот такие грибочки интересные.
что на деревьях уже есть грибницы. Вот она вешана. Но пока они в рост не пошли. Здесь целая вереницы этих грибов. Видно, что обломанный, кто-то пытался его срезать. Конечно, если бы это были вешенки, было бы очень приятно. Ничего, пойдем поищем еще что-нибудь интересное. Пробивается зеленая травка. И на улице октябрь. Ну, еще тепло. Ну, пройти туда. Здесь все завалено. Придется обходить. Будем идти к лодке. Ну, вот они на дереве начали появляться грибочки, которые мы ищем. Конечно, они еще маленькие. Возможно, мы их не будем срезать. Но скоро пойдет дождь, и они будут большими. Поэтому надо запомнить это место. Также можно это сделать в этой программе, поставить ориентир. И после этого через недельку, через две прийти их срезать. Такие красивые грибочки, если никто их не срезает. Вот наши грибочки попрятались. Молодые, хорошие, не очень горькие, вполне достойный экземпляр. Если наткнулись на грибочки, надо сразу поискать по бокам. Вот вы видите в стороне, здесь тоже спряталась горсть этих груздей. Прямо целыми грибницами. Молодые грибы особенно вкусные. Поэтому я отдаю предпочтение груздям молодым. Вот они хорошо попрятались здесь. Гриб, конечно, не самый элитный, но за неимением других грибов вполне подойдет для маринования и жарки. Вот такие грибочки у нас красивые. Помоем их от песка и будем консервировать. Вот еще небольшой груздик. Срежем. Вот такой красивый беленький. Подходит. И там рядом тоже есть. Вот здесь четко видно, как орудовал кабан. Порытая земля. В корнях он ковырялся. Видно следы кабана. Скорее всего, искал что-то съестное.
нас здесь есть дикие груши, дикие яблочки. И для кабана это основная еда. И тоже вот валяются бутылки. Видно, что рыбаки и грибники здесь отдыхали и разбрасывали тару. Лес смешанный, тополь перемешанный с лиственницей остальной, поэтому здесь вешанок не очень много, даже когда хорошая погода. Вот начинается дождь, неприятное дело, надо идти к лодке, укрываться пленкой. Есть какие-то ямы непонятные. Или раньше был погреб, имеет строго прямоугольную форму, или земляночка была чья-то. Пойдем дальше. Дождик накрапывает, неприятное дело, конечно. Поэтому желательно выходить в хорошую погоду. Вот здесь тоже есть яма, даже обложена деревянными досками. Здесь, наверное, был погреб чей-то. Вот так вот посреди леса есть погреба. Вот я нашел какие-то интересные грибы. Интересно. Я эти грибы не знаю, поэтому если вы знаете, что это такое, пишите свои комментарии. Шляпка у него коричневатая. Внизу пластинчатое основание. Если есть какие-то у вас по этому поводу мнения, напишите, буду очень рад. Здесь раньше был домик, видно следы. Черепица вот лежит. Кирпичи. И небольшая возвышенность. Здесь вон грибочки. Мы его там режем. И видно, что следы фундамента, бревна. Видно, что он со временем распался или его разрушили. Следы рубероида. Срежем грибочек. Хорошо спрятался от нас. Хороший грусть. И не старый. Нужно посмотреть по сторонам. Может быть, где-то есть еще грузди. Вот наступило время обеда грибников. Немножечко мы походили, нагуляли аппетит. Разожгли костер. И на этом костре будем жарить самый украинский продукт — сало. Оно у нас соленое. Осталось его порубать на кусочки. Сделаем импровизированная шампура. И будет самый настоящий деликатес. Дождик перестал. Теперь можно немножечко расслабиться и отдохнуть. Такой красивый натюрморт получился. Есть все. Нужно настоящему грибнику и рыбаку. Здесь важно, чтобы не загорелся лес. Мы находимся рядом, поэтому будем контролировать костер. Нанизываем на палочки хлеб, а между ними сало. И получается вот такой импровизированный шашлык. Теперь осталось его только
пожарить на костре, и можно смело обедать. Ваша, держите. Один. Опа. И осталось хорошенечко обжарить. Жар хороший. О, аж пече как по печи мартеновской. Немного, наверное, короткие шампура надо было длиннее сделать. Ну ничего, с 3 подхода пойдет. Главное, чтобы сало не подгорело и хлеб. Сало не подгорит, хлеб уж подгорит, да? Ого, хороший у вас костер. Ожигай гудить. Короткими перебежками будем поджаривать. Уже запахло сальцом и хлебом жареным. Вот такие у нас получились шашлычки грибников. Главное сильно не перепалить, потому что тут крайне обгорели, но ничего, от этого хуже не будут. Если есть такой шашлык, то ничего больше не надо для полного счастья. А теперь приступим к обеду. Ну вот костер готов, теперь закончился, можно смело продолжать тихую охоту. Погодка пока не хуже, дождя нет. Переплывем на другой берег, поищем там счастье. Вот, вышли на остров и сразу попали на небольшую грибницу вешенок. Конечно, немного, но учитывая, что сегодня у нас грузди, то вешенки тоже для нас это уже праздник. Здесь, конечно, немножечко больше влаги, потому что с той стороны находится болотце, и здесь больше попадает влажного воздуха. Конечно, подросли бы, но оборвем их, обрежем. Здесь видно деревянный гриб, хороший пенек такой. В дальнейшем, может быть, попозже здесь будет хороший урожай. Интересный грибочек, вешенный в этом году. На поваленном дереве. И имеют такой красно-коричневый цвет. Внизу общая пластинка, твердая, скорее всего, куда деревянная. Здесь наши вешенки.
тоже посадки валяются по всему лесу. Дождик пошел неприятный. Снова пока вот деревянные грибы в поле зрения. Даже груздей не видно в этой части леса. Местечко попалось нам. Грузди. Молодые, красивые. Там Вася. Грусть. И вдалеке. Надо пойти срезать. Слегка погрызя, наверное, мышки грызут. Лес очень густой, тяжело здесь ходить, поэтому будем пробираться. Вот здесь есть тоже грибы, молодые. Сейчас я грибочки побрезаю, там вдалеке надо пробраться туда в глубину. Растут в самых тяжелых местах, труднодоступных. Будем обрезать здесь. Опа. По сторонам. Вот кто-то еще есть где-то. Ну вот, наша тихая охота закончилась. Немножечко походили по лесу, посмотрели. Поняли, что еще очень рано. Только грузди попадались в наше лукошко. Если погода только начинает мокреть, до этого была засуха. У нас сегодня в основном в лукошке грузди. Было несколько вешенок небольших, но это еще только начало. Они еще полностью не выросли. А груздей вот такая у нас коллекция. Примерно, наверное, килограмм 10 есть. Поэтому не зря ходили за грибами. Зато полюбовались природой, подышали свежим воздухом, отдохнули. Потренировали ноги в резиновых сапогах, полюбовались природой, красотой наших плавней. Дедушка Вася доволен, а значит, мы не зря побывали на тихой охоте. Так что спасибо, что были на нашем канале. Взрослые дети смотрели нашу передачу. В следующий раз мы сходим уже попозже, через пару недель, когда будет хороший дождь. Возможно, что больше поймаем грибочков и будет совсем другое дело. Так что будьте с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!